Друзья, приветствую! Вторая часть обзора. Давайте разберем акции, по которым вопросы возникали, какие движения сегодня предполагаются, что ждать и как можно заработать, используя это непростое время. Вы на канале Ниндзя Капитал. Еще раз приветствую вас. Так, ну вот на текущий момент диспозиция на рынке выглядит таким образом. Был вопрос и просьба разобрать, что предполагается, какое движение по НЛМК. Давайте мы начнем с НЛМК и потом перейдем к ключевым активам и к другим бумагам, которые интересны. Так, друзья, ну сначала перед НЛМК хотел обратить внимание по Северстали. Здесь вот позавчера был импульс движения наверх. Вчера все рынки в ужасе отпрянули, но сегодня ситуация вроде бы стабилизировалась, и вот это движение с озвученными целями по Северстали, оно на текущий момент продолжается. Сейчас давайте перейдем к НЛМК. Так, друзья, ну вот НЛМК график, здесь ситуация схожа с Северсталью и ММК. На текущий момент идет попытка, но она даже, наверное, в наибольшей степени выражена по сравнению с другим черметом. Это совершить отскок. У НЛМК цель этого отскока движение на 261. Соответственно, вот это движение развивается в случае, если будет пробой диапазона 236-239. Вот этот диапазон, если пробивается, отсюда идет импульс, цель которого будет сходить на 260. У ММК наименее слабая картина, у Северстали промежуточно, у НЛМК достаточно сильная. Вот. Дневной таймфрейм, обращаю внимание, здесь если возникает коррекционный откат с пробитием 220, то, к сожалению, вот этот сценарий на отскок, он не работает. Риски в настоящее время начинают увеличиваться. Это связано с охлаждением Китая, мировой экономики. Вот. Но, тем не менее, здесь вот такое коротенькое движение, оно вполне может произойти. С чем это связано? Это связано с тем, что многие игроки уже понабрали коротких позиций. И с ними будут так или иначе расправляться, будут их резать, кромсать, издеваться по-всякому. Потому что движение на рынке, оно возникает в том случае, когда есть за чей счет поживиться. Если все умники и умницы набрали шортов в ожидании обвала, то, разумеется, их будут выжигать напалмом. Тем более, как бы денежки-то пока ФРС и ЕЦБ печатает. Так что здесь, я думаю, какие-то отскоки, они более вероятны, нежели чем просто взять и вот так упасть. Хотя, опять же, обращаю внимание, пробитие ключевых уровней, оно может привести к развитию неблагоприятного сценария. Так, друзья, далее на риске никель, дневочка. Ну, смотрите, здесь все нормально. Сейчас идет движение с целью потестить и пробить 25200. Обращаю внимание, что все коррекционные откаты, не приводящие к пробитию 24200, будут выкупаться и будут гнать его сначала сюда, потом выше. У него есть вот здесь зарытая, закопанная давнишняя цель, которая находится на 26250, а следующая цель это 27150. Поэтому все, что не пробивает сейчас 24200, оно ведет к набору позиций и дальнейшему росту. Тем более там есть определенные сдвиги. Пугали тем, что будет ребалансировка фондов, MSCI Russia и Норильский никель там подвинут за счет Новатэка и других компаний. Такой риск действительно есть. Но сейчас происходят определенные сделки уже на протяжении нескольких дней, которые указывают на тот факт, что некоторые крупные игроки, они набирают позиции в Норильском никеле. Всегда идет борьба добра и зла, янь и иня, демократия и не демократия и так далее и тому подобное. Кто победит, не всегда ясно до конца. Но здесь больше факторов к тому, чтобы, во-первых, дошло это движение до 25200, и потом весьма вероятно была попытка пробития и закрепления. Так, друзья, далее вопрос был по ЕН плюс групп. Там крупный пакет, очень интересная личность продала инвестиционному фонду, по-моему, какому-то арабскому или саудовскому. Недельный таймфрейм. По недельному таймфрейму мы близки к тому, чтобы здесь вот это снижение, оно завершилось. И, соответственно, ну, пошло обратное движение с целью на 913. Переходя на дневной таймфрейм от недельного, да, действительно, здесь идет сейчас
попытка набора позиций, которая весьма вероятно приведет к отскоку. Но исходя из дневок, здесь цель более высокая. Цель этого отскока находится вот здесь, в районе 955. Ну и, соответственно, оберегающее заклинание, это в случае пробоя 761, к сожалению, весьма вероятно, этот рост не получит развития. Это будет связано с тем, что это приведет к каскадным распродажам из-за срыва стоп-заявок. Вот. Но на текущий момент в наибольшей степени здесь сейчас формируется движение с накоплением, оно уже подходит к завершению. И весьма вероятно, но сегодня, наверное, вряд ли, в понедельник, вторник, в случае пробоя уровня 927, 827, 830, мы увидим движение наверх. Так, друзья, далее Алроса. По Алросе был вопрос, 4-часовой таймфрейм. Ну, после того, как люди стали выходить с эпидемического заточения, они стали много себе позволять и захотели красиво жить, брюлики тоже покупать. И поэтому значительно вырос спрос на алмазы-бриллианты. Обращаю внимание, что при всем уважении к этой компании, алмаз это всего лишь аллотропная модификация углерода. То есть это то же самое, что уголь и графит. Соответственно, если его погреть на воздухе, он также сгорит и внесет свою углекислотную единицу в загрязнение окружающего мира. Так, ну смотрите, по Алросе интересная ситуация, которая связана с тем, что она закрепляется выше уровня 127-128. И, соответственно, такое закрепление, оно в ближайшие дни приведет к закрытию гэпа сначала 134, потом движению на уровень 138, вот сюда вот. Соответственно, здесь вот этот рост не получит развития, если будет коррекционный откат с пробитием 123. Не верю в алмазы, но здесь как бы видно, что пошло движение, которое набирает силу. Вот, поэтому весьма вероятно мы на следующей неделе, может быть даже, нет, сегодня вряд ли, скорее в понедельник, вторник, возможно, вот это движение произойдет. Так, друзья, далее вопрос был по Модерне. Смотрите, позавчерашний обвал был решительно откуплен, причем очень решительно. Соответственно, на текущий момент здесь должна быть проторговочка сегодня и в понедельник в диапазоне 225,5-240. Вот здесь в этом диапазоне должно быть движение. Если будет повторный коррекционный откат с пробитием 214,5-211 вот этого диапазона, то здесь уже природа возьмет свое и будет движение сначала на 194 и потом движение на 166-170. Но поскольку Модерна производит то, что сейчас нужно всем, это одну из коронавирусных вакцин, то, соответственно, вероятность такого сценария на текущий момент, с моей точки зрения, невысока. Скорее всего, здесь закрепимся и потом попытаемся переписывать вот этот максимум очередной. Хотя, да, здесь есть определенная тенденция на то, что с одной стороны она вроде как должна исчерпать ресурс роста, но пока такого не наблюдается. Ее, видите, как хорошо откупают после просадки. И поэтому здесь, я думаю, наиболее вероятный сценарий – это консолидация в диапазоне и переписывание хая. Но помним, что есть определенный диапазон, пробитие которого сведет весь позитив в этой компании на нет. Так, друзья, далее вопрос был по биогену. Это тоже фарма американская, недельный таймфрейм. Здесь как раз вот пошел импульс вверх. Цель этого импульса 400, 400, 410, вот сюда вот этот диапазон. Так, ну и дневной таймфрейм указывает на то, что в ближайшие дни будет отработана цель 408,5. Соответственно, вот это движение, оно не приводит к успеху, если развивается коррекционный откат с пробитием 330-327. Если такого пробоя здесь нет, высока вероятность сначала на 409 и потом, соответственно, переписывание вот этого хая. Здесь тоже достаточно картина позитивная, но пробой диапазона сразу его отбросит на 270. Как ни крути, то, что сильно взлетает, то может сильно упасть. Так, друзья, далее вопрос был по ВТБ, ставлю дневочку, смотрите, но по ВТБ на самом деле здесь ситуация, она нельзя сказать, что негативная, но нельзя сказать, что позитивная. Потому как здесь было сильное движение наверх, и это движение наверх его несколько умяли. Ну, несколько умяли, потому что есть другие компании, которые вышли на первый план, и, соответственно, ВТБ по традиции должен взмыть наверх
в конце цикла очередной волны роста. Вот. Сейчас на текущий момент он консолидируется в диапазоне 4,9676, верхняя граница, и нижняя это 48,364. Так, ну вот 4-часовик у него просто заглядение. В соответствии с этим 4-часовиком у нас в самые ближайшие дни, сегодня либо в понедельник, если мы не откатываемся и не пробиваем 4,83, то у нас отсюда ждет движение наверх. Первая цель движения наверх находится вот здесь вот 49,520. И в случае закрепления нас ждет следующая волна роста, цель которой переписать вот этот максимум 5,1 копейки. Вот. Ну, вот это весьма вероятно такое движение. Это движение тоже вероятно, но в меньшей степени. Здесь, ну как бы у ВТБ очень хитро идут движения, и закономерности, которые присущи большинству акций, здесь не работают. В частности, сделки здесь очень специфически протекают по накоплению этой бумаги. Вот. И поэтому здесь, отсюда, я думаю, в ближайшее время, несмотря на то, что если бы вот такой график был бы у Сбербанка, я бы сказал, что скорее всего здесь будет пробой и тестирование вот этого уровня. Но поскольку это ВТБ, здесь более вероятно, что пробоя вот этого диапазона не будет, и его куда-то сюда затянут, может быть сюда, может повыше. Вот, такой немножко аномальный фрукт. Так, друзья, вот еще Интерау, дневной таймфрейм. По Интерау здесь идет накопление. Это накопление подходит к концу. И я думаю, в начале следующей недели или в течение недели мы увидим движение наверх, пробой 4,72. И тогда отсюда разовьется первая цель 4,85. И потом в случае пробоя 4,89 движение дальше наверх. Соответственно, здесь развязка позитивная может не наступить, она не наступит, если будет коррекционный откат с пробитием 4,65. Пока больше факторов указывает на то, что потянут ее наверх. Энергетика электрическая, она с некоторым временным лагом идет. Вот. Но то, что происходит в ВТБ, оно косвенно указывает, что, наверное, следующая неделя, она весьма вероятно пройдет под знаком отставших электроэнергетиков и ВТБ. Опять же, обращаю внимание, если трешак под Китаю разразится в ближайшее время, вероятность такого есть, но она невелика, тогда, разумеется, никакого роста не будет. Черный лебедь перечеркивает все движения, которые ранее намечались. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Но смотрите, здесь на самом деле сейчас все нормально, идет набор позиций. Если посмотреть, что пишут про Сбербанк, в очень многих источниках указывают на то, что в Сбербанке пошел даунтренд. Здесь действительно даунтренд он пошел. Но дело в том, что Сбербанк по сути это прокси на российскую экономику на текущий момент. И с одной стороны как бы он уже должен падать начинать. С другой стороны как бы многие фонды, которые, скажем так, они пытаются зайти на российский рынок, или какие-то российские структуры, которые хотят что-то купить, что принесет ощутимую доходность и не столь рискованно, они сразу покупают Сбербанк. Поэтому с одной стороны доля правды в том, что Сбербанк должен проседать, и здесь пошел даунтренд, она, наверное, имеет место быть. Но все-таки я бы его со счетов не сбрасывал, пока нет пробоя вот этого диапазона. Вот если этот диапазон будет пробит 295-300, тогда можно говорить, что весьма вероятно по Сбербанку вошел в силу тренд на падение, и он будет двигаться дальше, возможно, даже на 220, возможно, даже и на 170. Но пока вот этот уровень держится, его будут выкупать и подбрасывать наверх. Хотя да, здесь есть определенные сигналы, которые указывают на то, что движение вниз по нему в ближайшее время может произойти. Но вот краеугольный камень — это пробитие диапазона, который окончательно укажет на то, что даунтренд вошел в силу и его будут сметать. Пока на текущий момент я вижу здесь консолидацию. И если эта консолидация какое-то время еще продлится, то это приведет к отскоку и, возможно, даже движению вот сюда вот на 314-315. Так, переходя к часовику, здесь на текущий момент попытка роста, она несколько захлебнулась. Вот, если все-таки пойдет сегодня добитие уровня 304,
то есть если вот этот диапазон он будет сегодня пробит, то весьма вероятно мы здесь имеем слом нисходящего тренда, и соответственно в понедельник мы увидим отскок и рост Сбербанка. Цель движения по часовику будет в районе 307, вот здесь вот находиться. Но здесь надо четко понимать, что Сбербанк это самая тяжелая бумага, ее двигать в любую сторону нужен достаточно ощутимый капитал. Сейчас есть пока еще масса историй, которые более эффективны, быстрее разгоняются, и поэтому здесь во многом, я думаю, то, что со Сбербанком происходит, просто к нему потерян интерес, и для того, чтобы интерес разжечь, он должен дойти до тех уровней, которые разожгут интерес. Вот. И поэтому, конечно, с этой точки зрения его могут пускать наверх, вниз, прошу прощения, оговорка по Фрейду. Ну а на сегодня здесь, наверное, будет продолжение консолидации. Потому что, несмотря на то, что может произойти вот это пробитие 304, вот я вижу, что здесь энергия этого движения, она уже выдохлась на текущий момент, к сожалению. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы, основные акции. Спасибо за внимание, удачных торгов.